Добрый день, с вами ведьма Аграфена, и мой канал Магия и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, в том числе магия наказания, избавления от соперников, защитная магия, магия для успеха, закрытия, любовная магия, откуп от дурной судьбы, от болезни, от смерти. Все это вы можете найти меня на моих сайтах Аграфена Таро, Аграфена Маг.ком, найти меня в Инстаграме и в Телеграме, где я публикую более скрытые материалы, которые не приходят в модерацию на других площадках. Сегодня у меня гадание по неделям, по знакам зодиака. Вторая его половина от Дев до Водолеев. Неделя 28 марта, 4 апреля. Каждое утро мы просыпаемся, потому что у нас будет солнце. Может, кто-то до сих пор еще этого не замечает, поскольку это только кажется, что оно какое-то вот незаметное. Тем не менее, высшие силы влияют на нас. И уже есть в том числе влияние высших сил. И наша личная воля, уже как к этому относиться. Но мы изучаем именно на картах, смотрим именно высшие силы. Что они нам подносят вот в эту неделю. Как они на нас влияют. Итак, Дева. Дева подвисла в состоянии какого-то, либо ложная информация вам поступает, либо вы основываетесь на мнении человека, который некомпетентный. Обратите на это внимание. Ну, у Дев хорошо развита интуиция. Я думаю, что вы поймете, о чем речь. По работе. Легкая работа, Вестник кубков, много болтовни, много общения. Особенно хороша карта для клиентского бизнеса. То есть вы привлечете к себе внимание своим каким-то легким общением. Особенно хороша карта для тех, кто занимается детьми, развлечениями. Вот к вам придет вот такая легкость, легкое собеседование, если вы ищите работу. Да, возможно, собеседование по вашей социуму. Семерка жезлов, как полагается Деве. Дева избегает каких-либо прямых контактов, доказательств, борьбы, уклоняется, хотя понимает, что вообще-то надо прийти там всем показать свое место, но это отсутствие потерь, да, то есть Дева хранит свою энергию, чтобы ее не растрачивать. Семерка жезлов, мелкая карта, уклонение от вот этих вот затрат, бесед с окружающими, каких-то контактов. По здоровью король кубков. Карта не означает такого там состояния здоровья. Однако вы можете что? Переусердствовать в каких-то своих возлияниях, да, там перепить лекарств, переесть, хороший аппетит, также переволноваться. Это карта эмоциональных, слишком эмоционального ответа на все события. Ну, еще также возможность перелечиться, да, обращение к какому-то врачу, который назначает эти лекарства. Ну, они вам излишни, скажем так. Ну, так, в целом, хорошее состояние. По личной жизни двойка кубков перевернутая. Смотрите, для одиноких это означает, что вы не доверяете. У вас может быть какой-то интерес со стороны, новые контакты по двойке. Да, но вы этим людям не доверяете, и вообще они вам не о чем с ними говорить, вот как-то вот разваливается беседа. Если у вас какие-то контакты, отношения, также в паре могут возникнуть недопонимания. Ну, в семейной жизни больше это уже такие, знаете, на уровне быта несогласие есть такое. Ну, помним, что это все в разрезе недели идет. А еще возвращение бывшего, пожалуйста. Еще и бывшие, они как периодически возникает на горизонте со своими беседами, что-то со старыми несет все то же самое, что и было. То есть все так же человек где-то гулял, и вот он теперь. Вы ему не верите. Что-то такое вот. Возврат бывшего девам. Беседа, не рассчитывайте на что-то новое. Это карта, одна из карт возвращения, которая говорит о том, что человек несет практически те же самые месседжи, которые нес год назад, там 5 или 25. Весы.
Так, весы, что в отчаянии по поводу денег. Что случилось, почему так? Так. Весы не знают, на что им опереться, как им быть, и все затягивается, сильно тревожит их материальная сторона вопроса, поддержка. Хотя, смотрите, есть деньги, денежная карта на работе. Но вот шестерочка говорит о том, что вы недовольны суммой, вы недовольны, то есть это реализацией, скажем, себя. Вот это слишком мало весам. Этого мало. Восьмерка жезлов. Вот он социум, который вставляет вам палки в колеса. Вы хотите быстро что-то провернуть. Однако вот они начинают вас сбивать с толку, сбивать, тыкать жезлами не туда. Одним словом, да, будет какая-то задержка. Собственно, карта мелкая не означает прям какое-то высшего давления этих сил. Видите, все карты идут. Это не старший, а вот старший аркан. Император. Ну, хорошее состояние здоровья. Император — это всегда мощная сила. Вы держите себя в руках, подчиняете. Волевой такой вот. Также хороша карта для обращения к какому-то тренеру, человеку. В том числе, может, какой-то специалист. Еще император — это также собрать свою силу духа, волю для поддержания здоровья. То есть вы в особо таком боевом духовном состоянии. Весы. Также помощь им. Может быть, у вас такой есть тренер, который говорит вам: все, соберись в кулак. Шестерка мечей. Ну, такая интересная карта, где вы можете, если у вас есть отношения, это путешествие вместе, может быть. Также это движуха в отношениях, если вы начали, какие-то у вас есть движения. У вас есть какой-то уже берег наметился. Для одиноких это также вокруг вас вы замечаете, какая-то движуха происходит. Новые интересные знакомства. Но только новые, смотрите, да, человек повернулся к старому спиной. Все. У вас новые берега, новые горизонты. А Вестник Кубка — очень интересная карта. Это и карта флирта, и карта развлечений, и карта наслаждения, да, скажем так, игра со своими детьми. Если у вас есть дети, это семейная, очень такая карта творчества, карта наслаждения жизнью. Вот. Несмотря на все, да, заторы в материальном, весы прям такие очень целенаправленно бодры. Скорпионы. Двойка кубков. Ну, судя по всему, вы находитесь в паре, или у вас есть человек, которому вы доверяете, с которым у вас общие ценности, интересные разговоры. Это может быть любовная связь, ну, то в том числе это может быть и единомышленник какой. Сейчас посмотрим, с чем это резонирует. Так, на работе борьба, на работе война, на работе вы отстаиваете свои позиции, ни в коем случае не сдаете. Могут быть какие-то препятствия. А вам придется жестко отстаивать свою позицию. Трудное собеседование, трудно. Неактивность в социальной сфере. Тут, скорее всего, что попытка восстановить контакт, наладить какие-то связи не заканчивается эффектом. Помню, что это неделя. То есть, возможно, что вы не слишком активны. Либо вам не хватает, скажем так, энергии под это дело. То есть, все, что вы этим жезлом лупите, да, вот оно пока не работает. Состояние здоровья. Пятерка кубков означает прежнее состояние здоровья, какое бы оно ни было. То есть частично, может быть, особенно если у вас есть какой-то процесс, где вы выздоравливаете, он немножко застреет. Если вы, в принципе, чувствовали себя до этого как бы нормально, карта говорит о том, что могут дать о себе знать бывшие какие-то уже проблемы, с которыми вы хорошо знакомы, которые вы можете запить какой-то таблеткой. То есть вы знаете, как с ними справиться. Вот так. На том же самом месте. Колесница перевернута в личной жизни. Ну, для семейных пар это
отложенные поездки или разногласия в плане, куда ехать, влево или вправо. Если у вас конфликты или мутные отношения, не брак, вот это может также означать разногласия, препятствия. Кто-то кому-то не приехал, какие-то задержки в пути, в том числе в дороге. Дорога краткосрочная, никто не поехал. Ну, для одиноких пока это тоже ничего не значит. Все стоит на стопоре, колесница. Не можете вы, общаясь в паре, вот она пара, вы слишком разные, черное, белое, могут быть какие-то контакты, завязываться, но пока не понимание. Вам не хочется вообще впрягаться с этим человеком. И белая карта, ну что, интересное какой-то. Очень много мистических карт на этой неделе всем падает. Прямо есть некий какой-то мистический момент, какое-то озарение, перезагрузка вашей энергетики. Вы почувствуете, может быть, вход в какую-то иную реальность. Очень интересная карта, причем совершенно на ровном месте, хотя очень разная, да, в личной жизни и доверии, и в то же время разногласия. Какая-то старая болячка. И вы уже в такое состояние борьбы, и вот к вам приходит все-таки какое-то откровение, да? Обращайтесь к небесам, что-то они вам подскажут. Стрельцы. Стрельцы в таком мирном диалоге застряли немножко в бездействии, скорее застряли в каком-то неопределенности. Двойка жезлов, стою, думаю, отпараллеливаюсь, либо вообще как-то отстранились от решения задачи, а может быть от партнера. Сейчас посмотрим, с чем это срезонирует. Так, на работе шут. Фух. То есть какая-то экстремальная ситуация, ну, она перевернулась уже, она не такая рискованная. То есть стоит рискнуть, если у вас предоставится такая какая-то возможность, потому что риск будет оправданным, поскольку шут тут перевернутый. Да, вы можете провести какую-то рискованную операцию и получить эффект. Кстати, карта хороша для разного рода людей. Лицедеев, те, кто работает, скажем, с какими-то крайними состояниями, да, в каких-то экстремальных ситуациях. Карта, что все будет хорошо и этот риск будет оправдан. Кстати, может необычное какое-то предложение по работе, и оно окажется оправданным. Так, что по вашему социуму? Избегание конфликтов, пятерка жезлов. Они от вас что-то хотят, а вы от них ничего не хотите. Все. Давай, до свидания. Вы избегаете, не хотите им доказывать. Хотя эта карта может означать, что вы временно слабы, и у вас просто нету на это силы. По вашим... туз мечей. Так, стрельцы. Стрельцам надо быть очень внимательным, поскольку туз мечей значит крайнее какое-то состояние здоровья, быстро развивающееся. Но оно кратковременное. Единственное, что людям, у которых сердечно-сосудистые заболевания, этот туз мечей особенно опасен. Ну, также это возможно, что вам необходимо соглашаться на некую операцию уже. Если у вас хроника, вам давно предлагают операцию, карта говорит, что операция необходима. Вот именно. В остальных случаях это может пройти просто как какое-то повышение температуры или какая-то резкая боль в животе, там, которая проходит. Ну, туз мечей это всегда что-то вот, ну, неожиданное, быстро развивающееся. Будьте внимательны к своему здоровью, стрельцы. Особенно сердечники. Так, любовь, морковь, туз кубков, некий спад интенсивности, что ли, чувства. Как-то все затихло. Нет, может быть, даже желания. Для одиноких нет желания знакомиться, какой-то спад, совершенно уход в другую сторону, отсутствие эмоций. Может быть, просто усталость. Это в семье. Вы тратите свою энергию и силы скорее на решение бытовых проблем, на решение проблем. Что-то вас отвлекает. 5 девятка жезлов перевернутая, конец недели. То есть вы стали перед какой-то проблемой, решить которую пока у вас нет сил, и вы остановились. Вот в целом вот вся карта как бы вторит одному и тому же. Да, подчинитесь уже этим
событиям и на волне этой. Вот очень много таких крайних точек. И шут 0, и туз мечей, неожиданность. И лучше действительно вам пока подчиниться обстоятельствам, поскольку вот эти все жезлы перевернуты, говорят о том, что лучше не сопротивляться, да? Сохранить себя. Не стоит каким-то образом переломить ситуацию. Просто сохраните свою энергию. Вот, пошла карта Козерога, тройка мечей. Тройка мечей обозначает какую-то сердечную боль, в том числе и в прямом смысле. Также означает старую давнюю обиду, которая вдруг возникла. По работе сила. Ну, вы удержитесь в своей позиции, проходите прекрасное собеседование. У вас очень активный период, где вы добиваетесь своих целей. По работе тут все хорошо. Необходима помощь, траты, которые вам очень не хочется делать, потому что король пентаклей это вы сами. Также это может быть ваш какой-то король, к которому вы обращаетесь за бумагами, за какой-то материальными вопросами решить, визами и так далее, что он тормозит, он что-то себе выкручивает, вымучивает, такой всегда жлобоватый. По состоянию здоровья шестерка кубков перевернута. Ну, вы в прежнем состоянии здоровья, неплохом. Даже если у вас есть какие-то там хроника, то есть ничего нового с вами плохого не происходит, но вы ее успешно поддерживаете. Все тут нормально. На прежнем уровне, даже если у вас какое-то заболевание, можно сказать, что у вас ремиссия. Так, вернее, ну как сказать, улучшение. Да, которое вы поддерживаете лечением. Всадник кубков. Ну, всадник кубков это веселое общение, флирт. Для женщин это напрямую ваш близкий мужчина, всадник кубков, любовник, знакомство для одиноких. Для неодиноких это ваш любимый мужчина, с которым вам очень комфортно в отношениях. Однако двойка кубков нет. Тут все-таки опять разногласия. Вот с кем разногласия? Вот все любимый, но он вас чем-то злит, или вы его чем-то злите. Какие-то разборки тут будут, как говорится, милые бронятся, только тешатся. В целом карта позитивная. Водолей. Водолей, хим. Да что-то, посмотрите, 7 шуты, отшельники, верховной жрицы. Переход через 0. Позиция, где выступаете в какую-то неизвестность. Давайте посмотрим, что дальше. Что дальше, куда вы вступаете, что это? Король мечей. На работе такие, знаете, жесткие ограничения, проверки, подчинение новым важным обстоятельствам. Ну, в целом, этот король мечей, он прямой, то есть он вас больше, так сказать, возможно, больше работать, более осторожно, или больше правил придется применять, более точно работать. Хорошая карта для людей, которые работают с металлом, программистом, журналистом. Так, социум, десятка мечей, серьезная карта, касается вашего окружения. В общем, шипкотав, возможно, возникнет серьезная проблема со здоровьем у родственников, обратите на это внимание. Причем это хроника какая-то, это давно уже к этому шло, но вот так вот карта говорит, готовьтесь. Что-то там. Состояние здоровья подвешенный. Ну, подвешенный это, собственно говоря, старая болячка, которая там не в острой стадии находится. Также карта говорит вот еще о проблемах с позвоночником. Так, какого-то быстрого улучшения, если у вас серьезное какое-то заболевание или худшее, вы завязли в этом лечении, также оно подвисло. Ну, для тех, кто, собственно, чувствует себя здоровым, карта подвешенной означает, что вы в том же самом состоянии, в котором вы были. Возможно, что есть какие-то старые какие-то точки, которые вас немножко беспокоят. Так, ваша личная жизнь тут жезл, неактивность, либо невозможность что-то решить сейчас, чего-то добиться, поскольку нет сил на это, нет сил активно что-то продвигать и для одиноких, и для тех, кто в мутных отношениях, для тех, кто находится
семейных отношениях это скорее ситуация связана с каким-то отсутствием работы, либо реальной возможности что-то порешать. То есть вот нет усилия, вы что-то пытаетесь продвинуть, пока оно не работает. Ну, тут неделя, шестерка мечей, дорога тут. Дорога, также эта карта говорит о том, что вы увидели новые горизонты, повернулись в какую-то в движении находитесь, и вы уже даже знаете примерно куда. То есть, в принципе, вы из этой ситуации какой-то определитесь в какой-то ситуации вот с этим нулем. Да, тут скорее все-таки вот проблема с каким-то окружением, родственники, соседи. Ну, у всех у нас есть пожилые, наверное, все-таки родственники. Будьте внимательны. А с вами была ведьма Аграфена. Все мои контакты находятся под этими видео. Чаще всего я бываю в Viber и WhatsApp. До свидания.